Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мне принесли остатки кроя. Будем работать с тем, что есть. И постараемся накроить квадраты 12 на 12 сантиметров. Всего нам надо 16 штук. Если вдруг не хватит именно этой ткани, легко можно заменить любой другой темной. Для дальнейшей работы готовим выкройку. Самую простую клинышек. В квадрате 12 на 12 сантиметров от одного угла откладываем по 3,5 сантиметра и соединяем эти точки с противоположным углом. Вот и вся премудрость. А потом этот клинышек накладываем на квадратики из ткани и делаем наметки. Когда мы много работаем, у нас накапливаются полоски тканей, мелкие лоскутики непонятной формы и цвета. Будем шить из того, что есть. Первую полоску ткани пришиваем следующим способом. Подворачиваем край и пристрачиваем. Работаем экономно, шьем гирляндой. Если позволяет длина полоски, то нашиваем ее и на следующие. Вторую сторону квадрата обшиваем также. После этого надо заготовки проутюжить и срезать лишнюю ткань. И продолжаем закрывать цветными полосками темные квадраты. Но здесь уже можно накладывать их сверху, лицом к лицу, а потом отгибать. Конечно, много зависит и от ширины полосок. Их может быть и 2, и 3. Смотрите сами на тот материал, что у вас есть под рукой. Как показывает опыт, узор интереснее всего смотрится, когда эти полоски узкие и их много. Отшитые заготовки тщательно проутюживаем. Вот с этими блоками мы знакомы. На их основе можно составить узор, состоящий из сияющих ромбов на черном фоне. Смотрится достаточно симпатично, и можно остановиться на таком варианте. Но мы не ищем легких путей. Закроем самый уголок кусочком ткани. Специально ничего не подбираем, работаем с тем, что есть. После утюжки и подравнивания получились довольно симпатичные заготовки. А сейчас из них будем складывать узор. Когда определились с выкладкой, начинаем сшивать наше полотно. Работаем моим любимым способом.
Сначала соединяем вместе первую и вторую колонки, потом третью и четвертую, а затем уже все полотно. В результате, смотрите, все квадратики держатся на соединительных нитках, швах, и нам остается только согнуть заготовку и прошить ее по горизонтали. Получилось очень интересное полотно, сияющие драгоценные кристаллы. А чуть раньше мы шили другое в такой же технике. Смотрите, как эффектно это выглядит. А представляете, если это будет большое покрывало на кровать? Но сегодня мы ограничимся подушкой. Сложим эти детали вместе, лицом к лицу и прошьем по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Внутрь набьем в холофайбер, а потом аккуратно зашьем оставшиеся отверстия. И все, можно любоваться сияющими гранями. Специально сделала эту подушку без застежки, чтобы ничего не мешало воспринимать узор. А в случае необходимости ее легко постирать. Просто закинуть в барабан стиральной машинки. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!